Добрый раз, два. Добрый день. Аспектно-ориентированное программирование. Я буду на русском, я думаю, так удобней. Займет это у нас минут, наверное, 30, может быть, чуть-чуть больше, потом будут вопросы, если они будут. Сначала хочу понять, насколько, кто здесь из присутствующих знает, что такое аспектно-ориентированное программирование. Примерно 60%. А кто пользуется им? 50%. А кто писал свои аспекты, свои адвайсы? 15%, да. Хорошо, сейчас я попытаюсь покажу, как я писал эти аспекты. У меня есть небольшая библиотека, которую я сделал года 1,5 назад. Покажу, как они создаются с помощью этого фреймворка, называемого AspectJ. Посмотрим, что такое вообще аспектно-ориентированное программирование. Потом будет пример практический. Потом я покажу, как это работает внутри. А потом я объясню, почему этого не надо делать. Вот такая структура доклада. И потом предложу вам в конце подумать о том, как сделать это лучше и другим способом. Но сначала расскажу, как это работает. Аспектно-ориентированное программирование появилось по моей информации, я посмотрел в Википедию, появилось в Java. В 2000 году в Xerox сделали такую библиотеку, которая называется AspectJ, и, собственно, она и была этим самым аспектно-ориентированным программированием. Потом от этой библиотеки пошла эта идея в другие языки программирования. АОП существует практически во всех языках программирования. Я им пользовался в PHP, я пользовался в Ruby и пользовался в Java. Хотя я посмотрел, опять же, на Википедии, она существует, эта технология, этот подход существует во многих других языках. АОП решает одну главную проблему, насколько я понимаю. Она решает проблему дублирования кода. Давайте, например, посмотрим такой пример. У нас есть 3 разных класса. Будем о Java говорить. 3 разных класса. Один называется страница, другой файл, а третий директория. В каждом классе есть по методу, и каждый из этих методов выполняет какую-то операцию, есть какие-то действия, которые связаны с контактом с внешним носителем информации, с каким-то внешним ресурсом, который недостаточно надежен. То есть в каждом из этих 3 случаев мы не можем быть уверены на 100%, что операция, например, по загрузке HTML-страницы или, например, по удалению всех файлов в директории всегда стабильно будет выполнена. Потому что это внешний ресурс, потому что это файлы, потому что это интернет. Иногда мы можем иметь exception, который будет разрушать процесс выполнения нашего кода. В каждом из этих случаев было бы логично, было бы полезно сделать так, чтобы эти методы не выбрасывали exception мгновенно при появлении ошибки, а пробовали несколько раз сделать эту операцию. Например, при загрузке HTML-страницы. Загружая HTML-страницу, было бы полезно попробовать сделать это несколько раз. Если у нас первый раз это не удалось, например, там нет connection или у нас что-то какое-то оборвано соединение, то попробовали через полсекунды или через несколько миллисекунд и загрузили и все-таки загрузили это успешно. Для того, чтобы это сделать, во всех 3 случаях мы должны будем реализовать что-то подобие такого цикла. Я написал такой примитивный цикл, конечно, он в реальности значительно сложнее, значительно умнее, но такой примитивный подход может работать. Допустим, мы загружаем содержимое HTML-страницы. Мы делаем такой бесконечный цикл while, который будет крутиться бесконечное число раз, каждый раз пытаясь загрузить эту страницу из интернета, и при возникновении exception он будет его игнорировать и пробовать еще раз. Вот предположим, что у нас есть такой код. Для дальнейшего обсуждения такой примитивный подход достаточен. Хотя, конечно, в реальности он будет сложнее, он не будет пробовать бесконечное число раз, он попробует там несколько раз, он будет делать паузы между попытками. Но это сути не меняет. Для нашего обсуждения этого достаточно. Такой цикл бесконечный нам придется встроить в 3 разных класса. Нам придется его делать при загрузке HTML-страницы, при расчете длины файла и, допустим, при удалении всех файлов из директории. Нам придется этот цикл вставлять в 3 разных места. Ничего в этом, в общем-то, по большому счету такого очень страшного в этом нет. Это можно сделать, но это приведет к такой вот центральной проблеме, с которой, на мой взгляд, АОП и борется. Она называется code duplication. То есть мы будем дублировать этот код в 3 разных местах. На Википедии сказано, что АОП борется с... они это называют... разбросанным кодом. То есть на Википедии, я считаю, что это code duplication, но Википедия это описывает так, что нам придется поместить этот код в 3 разных места, и таким образом мы разбросаем этот концепт, эту идею повторения этой операции несколько раз, мы разбросаем ее по 3 местам в нашей программе.
Ну, я это называю дублирование кода. Мы получим этих в 3 местах, мы получим один и тот же цикл, который будет похож друг на друга. Они, возможно, будут отличаться, вероятно. Но сама идея будет дублирована. Мы трижды реализуем один и тот же кусок кода. Аспектно-ориентированное программирование предлагает эту проблему решить. Она предлагает вынести это АОП, предлагает нам вынести этот так называемый аспект, который мы можем сейчас в данном случае назвать аспектом. То есть у нас есть концепция или аспект, или идея, или принцип, который называется «попробуй еще раз», грубо говоря. То есть у нас есть некие методы, некие порции в коде, которые мы хотим попробовать еще раз. АОП говорит, давайте это вынесем в одно место, в какое-то, поместим этот код вот там, а в этих всех 3 местах сделаем на него ссылку. Таким образом, мы решим проблему дублирования кода, и этот код, ну, естественно, он будет находиться в одном месте, а в этих всех 3 местах нам нужно будет только поставить какие-то ссылки, метки, указатели на тот самый код. Как это технически реализуется в Java, я сейчас покажу. В других языках это реализуется по-другому, в каждом конкретном случае по-разному, но идея остается той же самой. Мы в самом коде убираем этот функционал, он там не присутствует, и ставим на него метки. Делаем так, чтобы компилятор или интерпретатор, зависит от языка, понимал, что выполняя там загрузку HTML-страницы, вызывая тот метод в том объекте, мы должны каким-то образом обратиться на тот самый аспект, который там находится в стороне. Теперь рассмотрим, как это работает в Java. В Java, в которой есть аннотации. Аспект J появился раньше, когда еще аннотаций в Java не было, но сейчас аспект J удобно интегрируется с аннотациями. Первое, что мы делаем, это мы добавляем к нашему методу аннотацию retry. Ну, это я сам ее придумал, название мое, поэтому назовем ее retry. Это та самая метка, которая показывает нам, что когда метод HTML будет вызван, метод загрузки этого контента из интернета, мы должны этот вызов повторить несколько раз, пока он не приведет к успешному результату. Это всего лишь метка пока. Метка будет определена вот так. Это аннотация, я думаю, все представляют себе, что такое аннотация. Мы ее определяем как runtime аннотация, таргету которой является метод. Мы ее прикрепили, создали, это наша собственная аннотация, она не идет из библиотеки, это мы ее сейчас создали. То есть у нас есть основной класс, который называется page, у нас есть класс, который называется retry, то есть он не класс, а интерфейс. И теперь самое интересное. Теперь мы создаем так называемый аспект. Аспект — это то самое место, где эта идея повторения выполнения нашего кода и находится. Это то место, куда мы ее аутсорсим. Назвал ее robustness. Есть здесь два элемента, которые имеет смысл показать. Первый — это аспект, это сам по себе этот класс, который называется robustness. Я его назвал robustness, потому что аспект, он аннотирован, аннотация аспект, она идет из библиотеки. Это не наша аннотация, это из библиотеки aspect J. То есть мы прикрепляем эту аннотацию к нашему классу, который называется robustness, а дальше внутри этого класса мы определяем advice, так называемые. То есть аспект — это то место, где хранятся advice, а advice — это те методы, которые мы внутри этого аспекта налепили. У нас есть один единственный аспект, который говорит о том, что мы хотим, чтобы наши объекты были более robust. Поэтому я назвал его robustness. Более традиционное название было бы retry аспект. Но мне не нравится название retry аспект, оно какое-то такое, тавтология получается, аспект, retry аспект, поэтому назвал его robustness. И дальше advice. Один единственный advice, который аннотирован, опять же, к нему есть другая аннотация, которая называется around. Это тип advice. Я, может быть, сейчас много говорю слов, которые, наверное, слышите впервые. Прослушайте, это не очень принципиально. Вы потом сможете в документации посмотреть, как это работает. Главное понять идею, что у нас есть аспект. Аспект — это то место, где мы храним эти процедурки, которые мы туда аутсорсим. А эти процедурки называются advice. И вот этот advice, который называется аннотирован с помощью аннотации around, а дальше идет текст. Вот этот текст, такой достаточно непонятный, он говорит о том, что он дает инструкцию библиотеке aspect-J, информирует ее о том, что мы должны попадать в эту процедуру каждый раз, когда вызывается метод в любом объекте, если у этого метода есть аннотация retry. Вот, в общем-то, что оно говорит. Execution означает, что когда происходит выполнение, звездочка — это первая звездочка, это результат, возвращаемый этим методом. Вторая — это имя метода. То есть мы здесь могли бы написать, допустим, string, а потом HTML. Но я поставил 2 звездочки, это означает любой возвращаемый тип, любое имя метода. И дальше логическое «и».
и мы говорим, что должна быть обязательно присутствовать у этого метода, должна присутствовать аннотация retry. Если я уберу вот эту вторую часть с логическим и аннотацией retry, то этот advice будет применен ко всем методам вообще, всем методам во всех объектах, во всей Java машине. Нам этого не нужно, нам нужно, чтобы он был применен только к тем методам, на которые мы прилепили аннотацию retry. А дальше, собственно, сам код. Код простой, это просто метод, в него передается один параметр, который называется joint point, это еще одна идея из аспектно-ориентированного программирования, так называемый joint point, то есть это класс, объект, я бы сказал, что это какой-то такой блок данных, в которых внутри хранится информация о том, что произошло, кого вызвали. То есть он знает, этот joint point будет знать, что вызвали методы HTML из такого-то объекта, он называется так-то, и он даже будет хранить ссылку на этот объект, то есть он будет хранить большое количество информации, говорить нам о том, что произошло. А дальше мы делаем наш тот самый цикл, который мы хотели. То есть мы делаем тот самый while, пытаясь выполнить это много раз, и что нам интересно здесь, это вот эта строка. Здесь мы вызываем из этого поинта, мы просим поинтом обратиться к нашему реальному объекту и вызвать тот самый реальный метод HTML, который там, собственно, и был. Сейчас я покажу немножко это в графике, будет понятно, как это одно за другим происходит. Выглядит это в итоге, покажу это еще раз, что мы получаем в итоге. Мы получаем такую картину. У нас есть два класса. Первый класс page с нашим оригинальным методом HTML, с аннотацией retry, вот так как он и был. А справа это наш аспект с единственным advice типа around. Around означает, там всего три типа advice. Бывает before, бывает after, бывает around. То есть around advice, значит, вызовите меня до выполнения метода, потом разрешите мне выполнить сам метод, а потом я вам верну результат. То есть адвайсы могут быть прикреплены к методам в трех позициях. Они могут вызываться до того, как метод вызовется, они могут вызываться после того, как метод завершил выполнение, либо, как нам в данном случае нужен around, он нам дает возможность контролировать момент вызова самого метода. Опять же, надеюсь, это понятно. Давайте немножко пройдем дальше, будет чуть попонятнее. Вот у нас два таких класса. Два Java класса, которые, один называется page.class, вернее, он компилируется в page.class, и второй компилируется в robustness.class. Они скомпилированы, но пока ничего работать не будет. Это всего лишь два скомпилированных класса. Они друг о друге ничего не знают. Пока сработала только Java, мы только собрали, скомпилировали оба класса, но они пока это все это еще работать не будет. Если мы вызовем HTML, мы туда не попадем. Пока это просто аннотация, она прикреплена, она находится там в рантайме, и этот тоже скомпилирован, находится рядом тоже в Java машине, но между ними нет никакой связи. Это пока еще не аспектно-ориентированное программирование, это просто подготовка. Мы прикрепили аннотацию, подготовили ту самую процедуру, которая это будет делать, и имеем эти два класса. Но они друг с другом пока не связаны, работать ничего не будет. Важный шаг, который нам нужно сделать после этого, это называется так называемый aspect weaving. Я не знаю точно, как перевести это на русский язык. Может, кто-то знает, подскажет. Как? Переплетение. Переплетение, да, наверное, переплетение. Ну, назовем это переплетением, да. Это здесь два шага. Первый шаг, как я сказал, сначала мы компилируем, мы получаем два класса, а на втором шаге мы запускаем этот самый weaver, который переплетает их. Что он делает, я сейчас покажу. Но важно сейчас понять на этом этапе, что у нас теперь, если мы хотим использовать аспектно-ориентированное программирование, у нас будет два шага компиляции. На первом шаге мы будем компилировать наш код в эти класс-файлы, а на втором шаге мы будем запускать этот самый AJC, это бинарник, который поставляется вместе с AspectJ, который обрабатывает наши класс-файлы по второму разу. Он проходится по ним еще раз и меняет байт-код. То есть он проходится по нашим скомпилированным Java классам, которые скомпилированы в класс-файлы в итоге, и меняет байт-код. Он их он не перекомпилирует, но он производит изменения с байт-кодом. Его можно также запустить, эту комбинацию этих двух шагов можно собрать вместе и запустить сразу AJC и сказать ему компилируй и делай вивинг одновременно. То есть делайте две операции одновременно. Мне кажется, подход такой, который я нарисовал, он лучше. Сначала мы запускаем Java компилятор, он собирает нам наш код, а потом AJC, этот код по нему проходится и меняет байт-код, модифицирует. Почему? Я не знаю ситуацию сейчас, но когда я работал с этим 1,5 года назад, когда я создавал эти библиотеки, у меня были трудности при запуске AJC только, без компиляции. То есть давать ему инструкцию скомпилировать все.
Потому что в основном его трудно научить, его трудно сконфигурировать стандартным образом через Maven, например. Я не знаю, как сейчас, но у меня были проблемы. В Maven у нас есть стандартные шаги компиляции, когда работает стандартный плагин Maven, который называется компайлер, и который все это компилирует, в него стандартная конфигурация, то есть с ним просто работать, понятно, его все поддерживают. Когда используем AJC, получается, нам нужно убрать из Maven стандартный шаг компиляции, вместо нее вставить AJC шаг компиляции. То есть конфигурация становится сложнее и менее понятна. Поэтому я остановился на таком варианте. Сначала мы все компилируем стандартным образом, Maven, как это должно быть, или там, чем угодно, мы собираем, мы компилируем все файлы и получаем бинарники, потом мы запускаем AJC и их между собой переплетаем и получаем то, что хотели получить. Сейчас мы посмотрим, что мы получаем. Пока понятно? Я думаю, что не совсем, но сейчас должно стать понятнее. Еще раз, идея в том, что у нас есть оригинальные классы, объекты, к которым мы прикрепляем аннотации и говорим, когда вас вызывают, мы хотим, чтобы управление попало вот сюда, в эти аспекты. Внутри аспектов мы определяем, что сделать, когда управление в них попало. И в этих двух местах у нас находится код. А теперь как он между собой переплетается? Переплетается он следующим образом. Байт-код изменяется вот здесь, в классе page. Аспект он не трогает, этот переплетатель, этот weaver, но он меняет байт-код в нашем оригинальном классе. То есть page, тот самый класс, который мы написали, он в реальности начинает выглядеть иначе, он вот так вот выглядит. У него появляется дополнительный метод. То есть тот самый оригинальный метод HTML, который у нас был раньше, он переименовывается в HTML around body. И в нем происходит тот самый загрузка HTML, которую мы ожидали, стандартный наш метод. Но добавляется новый метод, у которого имя HTML. Понятно, почему это делается. Все, кто вызывал метод HTML у этого объекта, они начинают попадать сюда. Об этом методе, соответственно, никто не знает. Я думаю, что он private. Я думаю, что я здесь ошибся. Я точно не знаю, во что он превращается, но я почти уверен, что это private. Вот этот метод виден, этот метод не виден. Все, кто вызывал в классе page метод HTML, начинают попадать на вот этот код, сгенерированный этим aspect-jade, вот этим weaver'ом, который переплетал их между собой. И сюда добавляется переменная. Опять же, я не 100% уверен, что внутри это реализовано именно через переменную, по-моему, так. Суть в том, что вот здесь, в этом классе HTML, вызов, когда мы попадаем сюда, он направляется туда, в наш этот advice по имени around. Around делает тот самый цикл, и вот по этой стрелке вызов point.proceed, point передается как параметр, попадает сюда, в этот метод оригинальный. То есть, я думаю, логика должна быть понятна. Мы попадаем в HTML, обращаемся к нашему аспекту, и аспект передает управление сюда. Мы можем в этом аспекте, например, вместо этого цикла написать, вывести там чего-нибудь в консоль и ничего не делать. И тогда никогда сюда управление не передастся. То есть понятно, что вот этот аспект, точнее этот advice, который внутри этого аспекта, аспект это весь класс, а advice это этот метод, он контролирует сейчас выполнение. То есть все управление перебрасывается на него, и он дальше решает, когда и в какой момент вызвать ту самую функцию, тот самый метод proceed, который, собственно, и попадет в наш оригинальный метод. Вот, в общем-то, все. Это вся логика, вся техника работы этого аспектно-ориентированного программирования. Вариантов там масса, там, безусловно, технически все работает внутри, масса будет дополнительных сложностей каких-то и трудностей, но вот этот небольшой кусок кода уже будет запускаться и уже будет делать то, что мы написали. Две вещи нужно будет добавить, я их тоже покажу, я думаю, будет полезно. Во-первых, запуск этого переплетателя, этого weaver из aspect-j достаточно нетривиальная задача. Там не просто AJC из командной строки и дальше он все собрал. Там большое количество параметров, прям очень большое количество параметров. И потрачено было много недель на то, чтобы разобраться, как это правильно делать. В итоге я создал плагин для Maven, который это делает одним шагом. Вот так вот мы его определяем в Maven и говорим, запусти goal, который называется AJC, вот такие его координаты, и этот плагин попадет в найдет все бинарники, которые были скомпилированы, найдет, где находятся аспекты, которые тоже должны быть в класс pass во время компиляции, и их соединит. Эта процедура достаточно быстрая, там достаточно такой
Интересный будет в консоли вы будете видеть, ну, по крайней мере, я их вижу, большое количество предупреждений каких-то, сообщений, которые сначала кажутся достаточно странными, но потом, если к ним приглядеться, они становятся более понятными. Например, он будет вам сообщать, что он соединил какой-то аспект с какими-то методами, а какие-то аспекты не соединил ни с какими методами. То есть, допустим, если он увидит аспект, который существует, но ни один метод на него не указывает. Нигде нет аннотаций, которые бы говорили, допустим, у нас нет ни одной аннотации retry. Мы создали этот robustness, наш аспект, но нигде не поставили аннотации retry. В этом случае этот компилятор, этот Weaver, который из библиотеки, он в этом случае будет давать предупреждение и говорить, что нигде не был применен этот аспект, advice, точнее, ни к какому методу не был применен. Когда у вас этих адвайсов много и аспектов много, таких сообщений будет тоже много. И иногда будет странно это смотреться, вы вроде бы ничего плохого не сделали, а большое количество предупреждений в консоли. Мы не применили такой адвайс, не применили такой. Вы будете на это смотреть и не понимать, что он от вас хочет, почему. Причем иногда эти имена этих адвайсов будут тоже непонятны, потому что он смотрит на весь класс пас и пытается найти все возможные существующие адвайсы. И, соответственно, он будет находить даже те, которые вы сами не писали. То есть, если вы какую-то библиотеку используете, и она тоже находится во время компиляции, во время его работы находится в пути, находится так сказать, доступна для компилятора, он будет видеть в ней эти адвайсы, эти аспекты, и будет ругаться на тему того, что куда их применить, я не могу найти. Я рекомендую игнорировать все эти тексты в большинстве случаев, по крайней мере на начальном этапе, пока вы не станете большим специалистом в этом. Но, как я в конце покажу, может быть, и не стоит им становиться. Потому что я попытаюсь, показать, что, в общем-то, вся эта идея, она, на мой взгляд, неправильна. Хотя работает. Я ее использую во многих проектах, это удобно, как вы только что видели, удобно. Например, я создал таких аннотаций, есть библиотека у меня, которая называется, вот так как этот плагин, только jkb-aspects. И там этих аннотаций около десятка. И довольно полезно. Например, есть аннотация, которая называется retry on failure. Она такая же, как этот retry, только она значительно более умная. Вы просто ее прикрепляете к методу и в параметрах аннотации указываете, сколько раз попробовать, какие паузы делать там в миллисекундах или в секундах между попытками, какие эксепшены игнорировать. Достаточно хорошо конфигурируемая аннотация, которую просто прикрепляете к методу, и проблема решена. А проблема эта возникает, у меня часто в проектах. Загрузка HTML-страницы, тривиальная операция, которая, мы не хотим, чтобы она приводила к эксепшену в первой же попытке. Мы хотим, чтобы хотя бы попробовать 2 или 3 раза. По крайней мере, у меня в проектах так. И это, таких ситуаций много. Вторая аннотация, которую я вот здесь их не привел, но я так перечислю. Вторая аннотация тоже очень удобная, она называется loggable. То есть мы ее прикрепляем к методу или даже к классу и говорим, и прикрепив ее туда, мы тут же получаем не в консоли, а через систему, через logging facility, мы получаем строчки каждый раз, когда метод вызывается, и в этой строчке написано, какой метод вызван, сколько времени его выполнение заняло, какой результат был возвращен. То есть такой полный лог вызова этого метода. Очень удобно вам, если вам нужно, допустим, вместо дебагинга, вы не хотите дебаг делать, а вы хотите просто посмотреть, когда этот метод вызывается, и даже в продакшене я это часто использую. Добавили это annotation на какой-то критический метод и отдали это в продакшен. В продакшене потом мы в логах видим, сколько времени каждый метод занимал. Очень удобно и при дебаге, и при продакшене в том числе. Третий annotation, который тоже очень полезный, я тоже его использую, называется timeable. Предыдущий был loggable, это называется timeable. Мы прикрепляем его к методу, и там такой же цикл примитивный, который запускает параллельный поток и наблюдает за вызовом этого метода оригинального. Если вызов занимает дольше, чем установленное время, он пытается сделать интеррапт этого потока. То есть мы, допустим, хотим, чтобы метод занимал у нас не больше минуты, так иногда бывает. Вот мы не хотим, чтобы все зависало на часы. Мы хотим, чтобы через минуту, если этот метод занимает больше минуты, кто-то начинал интеррапт посылать ставить флаг интеррапт на этот поток. Мы добавляем timeable аннотацию и ставим там через минуту. Все. И в этом случае, при каждый раз заходя в метод, создается новый параллельный поток, который мониторит этот метод и вызывает. Довольно удобно, не нужно это писать заново, просто прикрепили аннотацию, добавили этот аспект в библиотеку, и все работает. Четвертый пример, который тоже я использую часто, называется cacheable. У меня есть метод, я его вызываю, он возвращает какой-то результат, и я не хочу, чтобы повторный вызов этого метода с такими же параметрами, на этом же объекте, приводил к новому вычислению результата. Например, в случае это HTML метода. У меня есть page, у меня есть HTML, я хочу, чтобы он в течение часа
не запускался заново, не считывался заново. Вот я прочитал эту HTML-страницу, и я хочу ее в памяти сохранить, ну такой примитивный кэш. Не сложный кэш, как бывают сложные кэш-машины, а такой примитивный. Добавили аннотацию cacheable, поставили там 5 минут или там 1 час, и все последующие повторные вызовы этого метода с теми на том же объекте будут сразу из памяти возвращать это содержимое этой HTML-страницы. Ну, механизм не сложный, но понятно, он реализуется. Вот для этого очень хорошо, для этих 5 примеров, которые я привел, очень хорошо подходит аспектно-ориентированное программирование. Все эти 5 случаев, они, безусловно, должны быть реализованы где-то в стороне от наших объектов. Будет неразумно реализовывать это каждый раз в каждом объекте. И в page, и в файл, и где-то еще. Каждый раз делать процедуру этого кэширования или процедуру, допустим, наблюдения за вот этого расчета времени, максимального времени выполнения метода. Так мне кажется. Ну и последнее, что нужно добавить обязательно в процессе компиляции и в работе, должна быть такая вот dependency, в которой, собственно, этот аспект J весь реализован. Там все эти классы, вот этот point, этот join point, все эти их аннотации, которые оттуда идут. То есть помимо того, что они делают этот weaving в рантайме, вернее, в момент компиляции, они еще в рантайме тоже должны иметь какие-то классы, которые поддерживают это выполнение. Ну, в общем-то, такая вот... Мы решаем таким образом ту самую проблему, о которой я сказал сначала. У нас отсутствует дублирование кода. Мы весь код взяли из одного места и положили, вернее, из многих мест, из многих точек, и положили в какое-то третье место. Так оно технически работает. Пока понятно? По технике мы разобрались, да? Я думаю, что должно быть понятно. Я рекомендую попробовать это. По крайней мере, попробовать. В Java-коде это очень применимо, я это использую очень часто. Главное не забывать, типичная ошибка многих, я получаю часто очень запросы от тех, кто использует там, вот мою библиотеку, нашу библиотеку, там на самом деле много разработчиков. Люди добавляют аннотации, компилируют и спрашивают, почему она не работает. То есть нужно понимать, что должна быть второй шаг вот этого вот переплетения. Нужно обязательно запустить этот AJC компилятор, который сделает этот самый weaving. То есть просто добавление аннотаций и просто создание объектов не приведет к никакому результату, никакому эффекту. И я подхожу, на самом деле, еще раз акцентирую на этом внимание, я подхожу к той самой проблеме, о которой я сейчас скажу. Мне кажется, я уверен в том, что почему так происходит, почему нам нужен дополнительный шаг. Потому что этот аспект J, это аспектно-ориентированное программирование, оно было предложено как дополнительная библиотека к Java, а не как функция языка, а не как фича языка. И на мой взгляд, это ошибка. Все это решение, оно, на мой взгляд, очень процедурное и очень корявое, и очень неудобное. Вот то, что я сейчас рассказал. Все, что я сейчас рассказал, оно работает, оно выполняет свои функции, но мне оно не нравится, потому что я в нем не вижу объектно-ориентированное программирование. Я люблю объектно-ориентированное программирование и считаю, что оно должно быть правильным. А вот этот подход, он нас уводит в сторону от объектно-ориентированного программирования. Хотя он является правильным. Аспектно-ориентированная идея, аспектно-ориентированное программирование, на мой взгляд, хорошо ложится на ООП. Они могут работать вместе, они должны работать вместе, но не так, как это сделано в этой библиотеке. Давайте посмотрим еще раз на этот код, на этот наш класс. Вот что это за объект? Вот это. Вот объект page или класс page, я понимаю, да, это страница. Это страница в интернете. Есть страница, есть объект, представляющий, так сказать, являющийся абстракцией того самого реальной страницы в интернете. Вот этот объект, у него есть методы, он имеет какую-то identity, его можно сделать mutable или immutable, но это объект. Что это такое? Это на самом деле просто набор процедур, ничего больше. То, что он называется классом, и то, что это называется методами, ну просто потому что в Java не было другого ничего. Поэтому они назвали это классом, поэтому они назвали это процедурой. Как с юнит-тестами тоже. Не было никакой технологии создания юнит-тестов, поэтому юнит-тесты назвали классами, а юнит-тест методы назвали методами. И все, и сказали, теперь мы будем, какой юнит-тест на самом деле объект? Это никакой не объект. Потому что он не... то есть все свойства, так сказать, в объектно-ориентированном программировании, все характеристики объекта, которые объект должен иметь в ООП, они у юнит-теста отсутствуют. Так же, как они отсутствуют здесь. Это какой-то utility класс, какой-то набор процедур, который даже трудно трансформировать в объект. То есть я пытался, когда я писал эти все аспекты, я пытался понять, как бы хотя бы дать им какие-то названия, похожие на объект. Потому что они вообще в оригинале должны называться там retry аспект.
Вот и все. То есть это я сейчас попытался дать имя какое-то близкое к объектному, robustness, как-то назвать его. Хотя, ну, какой это объект robustness? Что это? Что за сущность? И то же самое с методами. Around. Дальше мы передаем туда, дальше туда приходит этот самый point. Что это за объект? Proceeding joint point. То есть, какую абстракцию реального мира он представляет собой. То есть это не объектно-ориентированное программирование, вот к чему я веду. Оно, конечно, работает, оно сделано в форме объектов и классов, но оно совершенно не помогает нам увидеть наш тот самый объект страница, page, как объект, который становится умнее от добавления к нему чего-то. То есть мы лепим к нему аннотацию, да, и те, кто понимает, что это за аннотация, те, кто понимает, для чего это аннотация, может, в общем-то, додумать и домыслить, и так сказать, достроить эту конструкцию и понять, что, да, действительно, управление будет передано на какую-то процедуру, эта процедура что-то выполнит. Но если человек не знает, что такое этот ретрай, и не сталкивался с ним раньше, то найти, где этот ретрай реализован на самом деле, будет практически невозможно. То есть откуда мы, глядя на наш объект page, я немножко вернусь назад на пару слайдов, вот мы смотрим на наш объект page, вот сюда, и не видим вот этого. Вот я открываю исходники и вижу вот этот текст. Откуда я знаю, что произойдет, что это значит, этот ретрай? Куда мне нажать кнопкой, чтобы я попал в этот исходный код? Нет такой возможности. Мы не можем никак перейти слева направо. У нас разрушается целостность объекта. Объект должен, по идее, если мы на него смотрим, класс и объект, мы должны иметь возможность, так сказать, простроить его всю его иерархию, всю его конструкцию, как он создан. Мы должны видеть это насквозь. Здесь мы этого не видим совершенно. Для нас процедура, которая находится справа, совершенно не видна. И это большая проблема тоже, как я поддерживаю библиотеку, которой люди пользуются. Она на GitHub, в open source, там пару сотен звездочек на ней. То есть какое-то комьюнити есть, люди пользуются. И практически все вопросы, которые приходят, все тикеты, все вопросы, они связаны с тем, что человек просто не знает, где этот код. То есть он бы, может быть, понял, как она работает, но он не видит этот код. И разобраться, и найти этот код ему крайне сложно. Вот здесь, например, это ретрай, а это robustness. Какая между ними связь? Если бы это было еще названо ретрай аспект, может было бы чуть полегче, наверное. Но, опять же, надо понимать, что оно так будет называться. То есть нету связки совершенно между реальным объектом и той процедурой, которая добавляет к нему какие-то свойства. Это серьезный недостаток всей этой концепции, всей этой модели. Опять же, она процедурная и она некрасивая. То есть проблема первая в том, что это не класс и не объект, а неизвестно что, это просто набор процедур. Проблема вторая, что мы не можем их соединить, наши объекты, с этим кодом. И, наверное, проблема третья заключается в том, что этот язык, который мы там имеем в кавычках, это в данном случае он такой, несложный, вроде бы как бы. Хотя если кто-то видит это впервые, наверное, это не так просто понять, что имеется в виду. Но если вы попытаетесь написать что-то посложнее и попытаетесь прочитать документацию по Aspect-J, у вас будут какие-то проблемы, кое-какие, безусловно. Это не так просто. Этот язык, он никаким образом не виден компилятором. Он понимается только библиотекой Aspect-J. То есть на этапе компиляции вы не увидите никаких ошибок, никаких сообщений, никаких предупреждений, ничего. Это просто строка текста, внутри которой находится какой-то язык, понимаемый только этой библиотекой. Он совершенно оторван от Java. То есть между миром Java и этим миром AOP нет практически никакой связи, кроме вот этой вот тонкой линии документации, которую приходится читать, понимать, и она не такая уж качественная, как хотелось бы. То есть это заняло несколько месяцев, чтобы понять, как точно нужно это написать. Примеры какие-то нужно было искать, разбираться, пробовать, еще раз пробовать. В итоге вот я пришел к такому синтаксису, и я не уверен, что он правильный. Я далеко не уверен, что все так, я написал оптимально. Возможно, там можно как-то это сделать по-другому, может быть, я где-то ошибся, но у меня вот так работает. Поэтому мой point в том заключается, что это оторвано от Java мира. Где Java, а где AOP, это разные пространства. А теперь переходим к заключительной части. Как бы я сделал это иначе? То есть я подчеркиваю, AOP хорошая идея, отличная идея, потому что дублирование кода это ужасно. Дублирование кода ведет к неподдерживаемому коду, к неподдерживаемости продукта. Поэтому нельзя реализовывать в 2-3 местах одно и то же. Безусловно, это нужно выносить в сторону. И AOP, то есть прикрепление лейбла к этому коду, который мы аутсорсим куда-то в сторону, называние его аспектом, это отличная идея. Давайте его назовем аспектом. Я привел 5 примеров этих аспектов. Давайте их назовем аспектами.
Но я считаю, что правильным подходом было бы использование декораторов. То есть у нас есть какая-то страница, page, и дальше мы создаем, кто-то улыбается, я думаю, знаешь, я люблю декораторы. Я на самом деле люблю декораторы, мне кажется, это хороший такой паттерн, очень такой, один из центральных паттернов в объектно-ориентированном программировании. Поэтому в данном случае я думаю, что должно работать вот так. Мы хотим создать страницу, мы создаем ее new page. Мы хотим создать страницу, которая повторяет несколько раз функцию HTML, метод HTML при вызове. Мы заворачиваем ее в декоратор. Мы создаем new robust page, а внутри new page. Вот так должно быть в идеале, так должно быть правильно. И тогда, создавая такую страницу, я всегда вижу, где этот код, где код, который делает этот цикл. Да вот же он, я нажимаю мышкой на robust page и попадаю сразу в тот код. Где оригинальный код? Да вот он в page. Я нажимаю мышкой туда и попадаю в оригинальный код. Должна быть сама по себе page, которая не знает про повторение ничего. Она никаких аннотаций не имеет. То есть если мы хотим в чистом виде page, то мы берем просто page, и она крэшится на первой же попытке. Если мы хотим page, которая более сложная, которая не крэшится, которая делает 3 повторения, например, на каждый вызов HTML, то мы создаем новый robust page. Я вернулся на слайд назад, и вот так он должен выглядеть. То есть у нас метод HTML, в нем внутри этот цикл, это я показываю robust page, то есть декоратор. И есть инкапсулированная property, инкапсулированный атрибут этого класса, этого объекта, который является оригинальным пейджем. Я не показал здесь конструктор, но понятно, что есть конструктор, через который мы передаем этот пейдж. Так, и здесь вот этот метод, который вызывает this.page.html, то есть вызов вот идет на инкапсулированный объект. Это было бы здорово, но это невозможно в Java. Это невозможно в Java, потому что мы сделаем так только для класса page. Если мы хотим сделать то же самое для файл или для директорий, то нам придется писать заново robust файл и robust директорий. Понятно, да? Потому что это у нас строго типизированные, строгие типы в Java, и мы не можем создать просто robust что-то, а потом в него инкапсулировать page, и он как-то поймет, что нужно перехватывать вызовы на метод HTML. Это, наверное, в каком-то другом языке можно было бы как-то там сделать, но в Java это невозможно. И поэтому возникает вопрос, а может быть, совершили ошибку те, кто создавали этот AOP тогда, в 2000 году? Может быть, надо было не библиотеку делать Aspect.J, а может быть, надо было в Java добавить функционал, который бы поддерживал AOP? Может быть, надо было добавить какие-то ключевые слова, которые бы нам сделали возможным реализацию этого же AOP только в Java? У нас было недавно на разбор полета обсуждение на предыдущем выпуске, и там задавали вопрос, обсуждали мы, вот куда идет Java, в каком направлении идет. И я там говорил, что мне кажется, что Java развивается в неправильном направлении. Мне кажется, что в Java добавляют много того, что там не должно быть, и не добавляют то, чего там должно быть. И был такой вопрос, а чего ж там вот не хватает? И я как-то не сказал про это, но сейчас я понимаю, что это стоило бы упомянуть. Вот, допустим, AOP в Java не хватает, а прошло уже 16 лет. То есть за 16 лет добавили в Java много-много-много всего, а AOP так и не добавили. По-прежнему мы имеем этот аспект J, который процедурный, который неудобный, который некрасивый, им как-то пользуются. Какие-то другие есть реализации в Spring, еще какие-то есть библиотеки для аспектного программирования, там их несколько. Но Java стоит на месте в этом случае. То есть мы не развиваем язык в направлении, в котором должны бы, а добавляем туда те вещи, которые, на мой взгляд, в Java не должны быть. Вот, в общем-то, все, что я хотел сказать. Да, я бы хотел предложить вам подумать, как бы изменить мы могли Java, улучшить, чтобы этот AOP-подход был бы там нативным. Я попытался подумать, и вот у меня есть книжка Elegant Object, я немножко порекламирую. У меня есть книжка про объектно-ориентированное программирование, первый том. Там про это речи не идет, там совсем в 2 словах сказано, что объектно-ориентированное программирование это хорошо, в принципе, можете использовать аннотации, и оно будет работать. А во 2-м томе я сделал небольшой анализ этой ситуации и предложил решение. То есть я предложил, как это можно было бы, так сказать, чисто умозрительно, чисто набросал такую схемку, как можно было бы это сделать в Java, какие ключевые слова можно было бы добавить, чтобы этот AOP нативно был там реализован. Я вам предлагаю подумать об этом же самостоятельно, и, может быть, в итоге к чему-то мы придем. Все. Если есть вопросы. Да. По поводу написания классов для каждого там вызова, для файлов, для HTML, можно будет написать один, получать класс,
ну, объект класса, и просто передавать стрингам метод и через рефлексию вызывать уже. Да, например, может быть так, да, например. Но это не очень хорошо. Reflection, это немножко не нативно, опять же. То есть это одно из решений, да, наверное, можно так. Но было бы здорово, если бы Java давала нам инструментарий нативный, да. Можно передавать лямбду, да, наверное. Наверное, можно передавать лямбду, да. Наверное, но тут проблема возникает, главное в том, чтобы как сделать так, чтобы я мог вот это, чтобы вот так я мог делать. Чтобы я, так сказать, простым способом, одной строкой мог добиваться создания фактически копий объектов, которые имеют похожий функционал. Вот как это сделать? Я не нашел способа в существующей Java, так сказать, без, reflection, наверное, это вариант, да, можно, но, так сказать, чистым способом, только ключевыми словами, у меня не получилось, да. Раз. Чути? Я просто юзав багато АОП з стандартні плагіни Maven. І дуже кльовий цей простий приклад, але цікаво, чи він підтримує мультимодульні проекти і залежності, коли є аспекти там в одному модулі, які гендляться по кількох мультимодульних проектах, чи він це резолвить. Це перше питання. А друге питання – це тестабіліті. З твого досвіду на проектах, як ви тоді тестуєте весь end-to-end flow, знаючи, що там є аспекти, як ви перевіряєте цю логіку? Ну так, на перше питання я спробую українською. На перше питання, в мене є проєкти, в яких багато модулів, і там буде проблеми, але ми їх вирішили, всі ці проблеми. У нас були якісь проблеми, так, десь 2 роки тому, але я так розумію, що ми їх вирішили. Фішка Maven, що ти, якщо задаєш, наприклад, один проект з аспектами, і потім ці аспекти юзаються в кількох модулях, в тебе порядок білда вже суттєво змінюється. І вони там це додавали страшними речами, вказуючи порядок білдення залежності одного модуля на інший в самому Aspect.J цьому плагіні стандартному. Тому це реально такий мес, і я із-за того цікаво, чи цей плагін, який у вас є, чи він це фіксує, чи ви просто його підтачували під сингл-модуль проекти і все. Ми підтачували під сингл-модуль, да, ми так робили. Ми підтачували, тому що в нас був декілька проєктів, де було багато модулів, і ми питались зробити наші аспекти там создати в сабмодулях. І воно було так не дуже convenient, да, були проблеми. А друге питання, це дуже інтересне питання. Testability. Це буде реальна проблема. Це буде реальна проблема, тому що ваш IDE не буде розуміти оце. Тобто ваш IDE не буде цей weaving робити. Він буде compile їх отдельно, separately, но он не будет их соединять. То есть объединение, он не будет запускать этот самый AJC, ваш IDE. В этом проблема. Поэтому это совершенно нетестируемое решение. Вообще. Это я не сказал, но это хорошее замечание. У вас ничего не получится с юнит-тестами вообще. То есть в юнит-тестах ваш ретрай работать не будет. В юнит-тестах он будет делать только один вызов на HTML, не будет работать ни логинг, ни ретрай, ни timeable, ничего о том, что я сейчас рассказал, в юнит-тестировании, в запуске, вернее, в юнит-тестировании будет работать только из консоли. То есть только если вы будете запускать ваши юнит-тесты через Maven, через консоль, тогда эти все аннотации, естественно, будут добавляться и работать будет. Если вы работаете через IDE, забудьте об этом, ничего работать не будет. Это еще тот самый момент, почему этот подход, на мой взгляд, так сказать, корявый и неправильно сделан. Если бы это было нативно в Java, оно бы все работало, естественно, прямо в IDE. Да. Вот еще вопрос по Aspect.J. После того, как отрабатывает Aspect.J компилятор, класс файлов, получается, уже не соответствует исходникам. Да. И получается, никак невозможно дебажить такой код. Правильно? Да, так и есть. Да, правильное замечание. Дебажить можно, но то, что вы будете видеть в стек-трейсе, оно будет не похоже на то, что вы там ожидаете. То есть в стек-трейсе, когда будет происходить вызов, вот сюда, то понятно, что вы будете видеть вот такие имена. Когда у вас, допустим, отсюда exception вывалится, вы увидите это имя и это имя, вместо одного. То есть на каждый вызов одного метода вы будете видеть в стек-трейсе 3 строки. Ограничивается ли это только именами методов? Это только имена метода, другой проблемы. Я даже написал под один свой проект, меня это очень раздражало, потому что стек-трейс в 3 раза длиннее.
а то и больше, потому что, ну, если часто эти аннотации, то stack trace будет длинный. Я написал небольшую тулзу для своего проекта, одного из, который проходится, когда stack trace выбрасывается в консоль или репортится, он по нему проходится и фильтрует, и убирает вот эти вот лишний мусор, этот шум. И тогда, получается, мы видим оригинальный stack trace. То есть убирается шум, потому что в этом случае, и в том случае, и везде, и в этих случаях там такие есть ключевые слова, которые показывают, что это из aspect J. То есть они там добавляют какие-то символы, я уже не помню точно как, но вы увидите, в стек-трейсе вы это увидите четко. Когда человек никогда в жизни не найдет ошибку в коде. Трудно, я говорю, это трудно, да. То есть добавляется дополнительный шум, который трудно найти ошибку. Ну, вы будете видеть, что exception отсюда вылетел, да. Но вам нужно будет идти по стек-трейсу и каждую 2 строки из 3 мысленно убирать, понимать, что это шум, это шум, это шум, и оно становится тяжелее, да. Можно, все тоже видно, мы никуда не теряем, мы все равно увидим, откуда пошел exception. Но стек-трейс, он значительно длиннее. Это проблема, да. У меня вопрос, а как АОП бьет по производительности? То есть было ли у вас такое, что приходилось отказываться, потому что там куча аспектов и начинает все медленнее работать? Да, конечно, да. Ну, конечно, замедляет. У нас были такие проблемы, мы сначала, когда мы начинали разрабатывать, в одном проекте такое было, начинали разрабатывать, добавили много аннотаций, вот loggable, которая в консоль кидает, как бы лог делает каждого метода. И когда он это делает, то он проверяет, включен ли сейчас уровень логинга, там, info или debug, например. Но все равно каждая такая проверка — это переход в этот аспект. То есть каждый вызов метода, даже маленький какой-то, даже примитивный, он в результате неизбежно приводит нас к попаданию в этот аспект. И это для производительности было просто огромная проблема. Потом мы убрали эти аннотации, и все стало быстро. Ну, в остальных случаях, допустим, кэш, ретрай, это не критично, потому что каждая из них, она очень сильно экономит нам что-то. И поэтому то, сколько она времени занимает, это не так страшно. Например, ретрай. То есть мы вызвали, у нас не загрузилась HTML-страница, мы попробовали еще раз. Ну, тут выигрыш огромен по стабильности, по производительности, поэтому там эти какие-то там микросекунды, которые мы потеряли на этих попытках, это не критично. Но, безусловно, мы теряем здесь время, это очевидно, конечно. Да, спасибо. И второй вопрос, если можно. В некоторых книгах я читал, вообще презентуется, что такое АОП, что это добавление сквозного функционала. То есть понятно, что если надо сделать что-то для многих вещей, то будет дублирование, но насколько правильно говорить, что АОП с чем-то борется, то есть с дублированием кода, а не что он добавляет что-то новое? Я не вижу, чтобы он что-то сильно добавлял. Я думаю, что он борется. И Википедия так говорит. Они пишут, что у нас есть такой, как они называют, scattered code. То есть, я так прочитал в переводе, распыленный. То есть есть код, который мы распылили везде, а АОП помогает нам его собрать и сконцентрировать в одном месте. Вот и все. Чтобы он что-то такое добавлял концептуально, и у меня опыт 2 года с ним работы, интенсивный, и у меня есть библиотека, я скажу, что я не вижу, чтобы он добавлял. Он решает проблему, убирает дублирование кода, это факт. А чтобы он что-то introduce, что-то новое, да не вижу такого. Спасибо. Последний, наверное, вопрос. Да. Вот по поводу дублирования кода и как можно сделать еще. А почему нельзя через дефолтовый интерфейс, то есть интерфейс, например, Robustable в нашем случае, да? С дефолтовым методом, который имплементирует логику ретраев, и как бы интерфейсный метод, который уже реализуется в необходимых классах. Через дефолт метод в интерфейсе? Да. Да, наверное, можно, но как быть, если у нас есть, это у нас, для страницы мы это сделаем, да. А как мы сделаем для другого класса? Опять по новой то же самое. Почему? Смотрите, то есть у меня есть Robustable, у которого, void метод doSomething и метод дефолтовый, который делает doSomething, там, try, while true, try, catch, туда-сюда. И Page имплементит Robustable наш, и, соответственно, у него есть метод HTML, и метод от интерфейса, да? И он в методе от интерфейса дергает, наверное, непонятно объясняю. Нет, понятно объясняете, так в обратную сторону не получится. Нам же нужно, чтобы имя называлось у метода HTML. А из интерфейса к нам придет doSomething. Правильно, так в doSomething пейджа он вызывает этот HTML. Так тогда у нас у пейджа будет doSomething метод public.
Да. А мы бы хотели, чтобы он HTML все-таки назывался. То есть получается наоборот. Если это какой-то для Around Advice так не подойдет. Все, у нас конец, спасибо большое. Да, ну давайте последний. Можно еще один вопрос? Я все-таки не понял с ваших слов, стоит ли использовать АОП в своем проекте или нет. Не, ну получается, что да, он решает ряд специфических каких-то задач, да, логирования, там, кэширования, то есть, ну, которые решаются и другими методами. Да. И привносит ряд других проблем, да. То вообще вот Я использую, я бы рекомендовал использовать, потому что он очень компактный. Любые другие способы логирования, кэширования, контроля времени, они займут больше строк кода. В данном случае это одна строка кода, одна аннотация. Это очень компактно, очень супер компактно. Да, там будут проблемы, о которых мы поговорили. И да, Java не подходит для этого. И да, мы должны эту Java как-то улучшить в будущем. И надо использовать АОП. Но сейчас мы в такой ситуации, что другого решения нет. Поэтому я использую. Использую активно, но давайте пытаться менять Java, а не просто слепо использовать то, что есть. Потому что то, что есть, оно некрасивое. Все. Спасибо. Спасибо. Класс, класс. Да? Да.